В середине 20 века на фоне стремительных поисков нефти в бескрайних и загадочных просторах Сахары ливийцы стали свидетелями необычайного открытия, которое могло бы изменить не только их собственные судьбы, но и повлиять на будущее целого региона – Нубийского водоносного слоя. Это открытие оказалось столь же ценным, как и нефть, если не более. Нубийский водоносный слой, расположенный в восточной части огромной пустыни Сахара, является крупнейшим подземным источником ископаемой пресной воды в мире. Его размеры и протяженность поражают воображение, ведь территория Нубийского водоносного слоя простирается на масштабной площади более 2 миллионов квадратных километров, охватывая границы таких замечательных стран, как Ливия, Чад, Судан и Египет. Этот подземный источник представляет собой истинное чудо природы, заключая в себе потрясающие запасы пресной воды, исчисляемые тысячами кубических километров, что могло бы обеспечить потребности не одного поколения людей, а также позволяет поддерживать жизнь в условиях сурового климата пустыни. Водоносный слой был известен местным жителям с древних времен, однако его огромный потенциал и истинные масштабы стали ясны только в 1960-х годах, когда начали возникать первые идеи о создании гигантской ирригационной системы. К тому времени потребность в пресной воде в Ливии и соседних странах стала острее, и жизненно важно было найти решение этой критической проблемы. Эти усилия опирались на традиционные методы земледелия, характерные для региона, и стремление обеспечить жилье и работу для растущего числа местных жителей. На протяжении десятилетий люди зависели от редких дождей и оазисов, что стало настоящим вызовом для будущего их существования. Однако, несмотря на то, что идеи по реализации проекта начали формироваться, реальная его реализация стартовала лишь в первой половине 1980-х годов. Это было время, наполненное надеждой и амбициозными планами, когда ливийский лидер Муаммар Каддафи взял на себя ответственность за масштабные строительные работы, которые обещали удивительные перспективы для всей страны. Он имел видение, в котором основным приоритетом было извлечение воды из подземных источников и ее организация для транспортировки в северные города страны, где водные ресурсы были в остром дефиците, что угрожало жизням многих людей и ставило под сомнение аграрное будущее региона. Согласно наиболее оптимистичным оценкам ученых, объемы обнаруженных запасов пресной воды должны были быть достаточными для удовлетворения потребностей населения на протяжении целых 400-800 лет, если ежегодная добыча составляет до 1,5 миллиардов кубических метров. Этот проект, получивший название «Великая рукотворная река», был разделен на 5 массивных и тщательно продуманных этапов, что позволило организовать работу более эффективно и целенаправленно. Первый этап, который стал основой всей концепции, охватывал создание уникального завода по производству больших бетонных труб весом в 80 тонн каждая. Эти трубы не только служили для транспортировки воды, но также использовались как туннели для автомобилей, что рождало новые идеи в области инфраструктуры и возможностей использования природных ресурсов. В общей сложности было изготовлено более 500 тысяч таких труб диаметром 4 метра, и именно из них была проложена основная часть водопровода, соединяющего отдаленные регионы страны с главными центрами водоснабжения, что стало настоящим чудом инженерии в эти сложные времена. Для успешной реализации этого грандиозного проекта в страну были приглашены специалисты из ведущих иностранных компаний, что ярко свидетельствовало о высоких масштабах намерений и стремлении к международному сотрудничеству. Эксперты из Соединенных Штатов Америки, Японии и Германии делали все возможное, чтобы внести свой вклад в успешное завершение этого масштабного начинания. Знания в области технологий и механизмов подключения являются решающими для выполнения проекта. Однако значительная часть работ была выполнена высококвалифицированными специалистами из Южной Кореи, что также подтверждает многонациональный характер проектирования и строительства.
Перемещение мощных бетонных труб осуществлялось по специально проложенным для них дорогам, общая протяженность которых составила более 3500 километров. Эти дороги были продуманы до мельчайших деталей, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение тяжелой техники и поддерживать бесперебойное выполнение всех этапов строительства. В дополнение к этому, первая фаза работы включала в себя создание длинного и сложного трубопровода длиной в 1200 километров. Для укладки труб потребовалось вырыть огромные траншеи, так как водопроводная сеть должна была быть помещена на значительную глубину, достигающей до 6 метров. Это говорит о том, что в ходе этих трудоемких работ было перемещено около 85 миллионов кубических метров грунта, что действительно отражает масштаб проделанной работы и усилий команды. Общая стоимость первой фазы проекта приблизилась к 5 миллиардам долларов, что подчеркивает экономические масштабы и высокие затраты на всю масштабную операцию. На втором этапе, который начался в 1989 году, трубопровод был продлен до самого Триполи, крупнейшего города и столицы Ливии. Этот шаг стал важным этапом для обеспечивания города и прилегающих территорий ежедневными поставками воды в объеме 1 миллиона кубических метров, что значительно улучшило условия жизни местного населения, жизнь которого была ранее связана с трудностями доступа к чистой воде. Мысли людей, которые ранее переживали трудности из-за нехватки воды, начали меняться, и появилась надежда на лучшее будущее. На третьем этапе было осуществлено важное соединение между группой оазисов Куфра и Бенгази, вторым по величине городом в стране. Это важное соединение добавило новую ценность проекту, обеспечив водными ресурсами ранее недоступные районы, что могло бы существенно изменить культуру и быт местного населения. В рамках последних 2 этапов планировалось построить ветку к городу Табрук, что расширяло горизонты инфраструктуры и обогащало всю систему. Кроме того, объединение всех элементов в единую систему вблизи Серта стало амбициозной целью, которая должна была обеспечить долгосрочные преимущества и функциональность для всего региона. Таким образом, Великая рукотворная река стала не только инженерным проектом, но и символом надежды для миллионов людей, живущих в этом регионе. Сделав шаг вперед, люди обретали возможность заниматься сельским хозяйством, развивать малый бизнес и жить со стабильными ресурсами. Несмотря на все трудности и преграды, проект стал замечательным примером того, как можно объединить усилия целого общества для достижения благой цели. Это также открыло новые горизонты для регионального сотрудничества в области водных ресурсов и технологий. Кроме того, известно, что завершение проекта «Великая рукотворная река» стало важным шагом к установлению стабильных отношений между Ливией и другими африканскими странами, что подчеркивает актуальность темы устойчивого развития. Однако наступление 2011 года прервало строительные работы. Расширение гражданской войны и военное вмешательство со стороны международной коалиции поставили под вопрос существование Ливии как единого государства. К сожалению, из-за неаккуратного обращения, отсутствия должного технического обслуживания и нападений, инфраструктура водопровода подвергается разрушению. Великая рукотворная река постепенно утрачивает свое великолепие. Созданное человеческими руками творение исчезает под воздействием действий тех же людей. По мнению экспертов, если бы проект был завершен в полном объеме и не встречал препятствий для своей непрерывной работы, Северная Африка могла бы превратиться в один из ведущих аграрных регионов мира. Таким образом, благодаря грандиозному проекту «Великая рукотворная река» был создан уникальный пример международного сотрудничества людей, улучшения их качества жизни, создания новых перспектив для ископаемой пресной воды и формирования крепких связей между нациями на пути к совместному будущему. Способы, которыми это масштабное начинание преодолело границы, служат вдохновляющим примером для будущих поколений, демонстрируя, что единство, настойчивость и инновации могут открыть двери к благополучию для всех. И в итоге, как результат,
не только обеспечивается жизненно важный ресурс для всех стран, но и создается надежда на лучшее будущее для миллионов людей, которые могут теперь жить с уверенностью в завтрашнем дне, основываясь на этом величественном проекте, который охватывает целый регион и служит символом человеческой стойкости и стремления к прогрессу.